И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад, конец июля-август 2026. Точка невозврата. 6 шагов к вашей новой реальности. Вот давайте с вами узнаем, что нам раскроют карты. И на самом деле последняя неделя июля для нас будет знаковой. Она открывает август месяц. Что это? По сути дела, это яркие события, громкие новости могут быть. И важно, мои дорогие, пройти этот период без напряжения. А для тех, кто открыл это видео позже, уже в августе, продумайте, вернитесь немножко назад, с чем у вас были сопряжены последние дни июля месяца. Уметь держать фокус внимания на главном и правильно оценить разворот событий. Вот, наверное, что от нас будет зависеть, потому что если мы говорим об открытии августа, это значит новые возможности. Это значит и какие-то, даже если приходят к нам в виде информации или то, что мы услышим, приходит тоже как что-то неожиданное, имеет этот смысл определенно рассмотреть. И у нас до 24 числа, до 24 июля ретро-Меркурий, но на смену вроде завершается, да, вот эта петля Меркурия, которая связана с остановками, мы говорим. Но на смену приходит ретро-Сатурн, мои дорогие, который будет аж до конца года. Вот давайте с вами 6 шагов и пройдем. И первое, кто вас тянет вверх, а что забирает энергию. То есть, что прогресс, а что регресс. Достанем 2 карты. Это будет у нас первая позиция. Второй вопрос, второй шаг. Отношения, кто зеркалит вас или кто проявит себя неожиданно. Что для вас будет неожиданностью? Третий шаг. Откуда придут возможности? Ваш главный ресурс. В течение конца июля и на протяжении августа месяца. Что оставить в прошлом? Такое не исключаю. Ретро-Сатурн для нас означает традиции, структуры, границы и вопросы обязательств. Поэтому явно тут что-то будет пересматриваться. И следующая позиция у нас будет как важное событие. Что изменится, что вам сейчас нужно обязательно услышать или принять во внимание. Ну и к чему приготовиться, мои дорогие. Так или иначе, видимо, вот этот период конца июля-августа для нас будет означать, как судьба расчищает путь. Итак, давайте будем с вами смотреть первая карта, что вот именно способствует нашему прогрессу, что словно летит вперед. Вот знаете, наверное, для вашего знака зодиака 7 кубков – это, по сути, наше желание. Да, это где-то наши мечты. Хоть иногда эта карта совпадает с иллюзорностью, да, какой-то, но без мечты не бывает и реальности, потому как закладывается какая-то наша программа, она сначала именно в нашей ментальности, то, как мы представляем. Давайте сразу откроем вторую карту, что же тянет вниз. И вот смотрите, у кого-то это может совпадать, вот банально – история отношений, которые пока у кого-то, может быть, на паузе, у кого-то развиваются. Ну вот развиваются, да не развились, скажем так, да, до какого-то логического итога или до какой-то конкретной точки, которая могла бы означать или точку нового отсчета, или своего рода точку невозврата. И мы ведь не говорим с вами, что это обязательно какое-то расставание. Многие пары сейчас даже претерпевают, знаете, такой своеобразный или кризис. И это не связано с тем, что кто-то хорош, кто-то плох. У каждого есть свои плюсы и минусы. Если мы не воспринимаем, наверное, слишком личностно какую-то историю или сделали правильные выводы, то тогда нам проще даже договариваться. Здесь ведь мы могли поменяться сами, могли поменяться наши планы. Иногда, когда мы становимся несколько иными даже для своих ближних людей, близких людей, мы тоже можем восприниматься как, где-то персонами непредсказуемыми. Давайте немножко поподробнее. Итак, и что же вас тянет вверх, если мы говорим? А вот смотрите, вот тут может быть несогласие, да, как в паре. Когда вы видите для себя, например,
Ведь восьмерка кубков — это всегда мы отправляемся куда-то. И пусть это не буквально какое-то путешествие или дорога, хотя, может быть, да, один партнер думает, что надо ехать, другой считает, нет, ехать не надо. Вот у кого-то даже может быть конфликт, если мы говорим, что прогресс, а что регресс. То есть разное, полярное где-то восприятие ситуации. И посмотрите, одни и те же кубки, по сути дела. Кубки — это всегда эмоции. То есть какая-то ситуация у вас на эмоциях. И она пока не решена. И здесь нет, я не могу сказать, что что-то тут мешает вам однозначно, но вы можете воспринимать это как помеха. Возможно, вы для себя уже составили какой-то план, я как будто понимаю, что мне нужно идти вперед. Но у кого-то это может совпадать, когда, к примеру, вы вынуждены за кем-то ухаживать, вот я такого тоже не исключаю, или вас держат определенные обязательства. И где-то, так вот, если быть с собой откровенным, вы понимаете, что либо обстоятельства вы не можете быстро поменять, либо человек дорог, но так вот холодным умом вроде бы как уже и нужно что-то изменить. Давайте достанем вторую карту, которая как раз означает, что забирает энергию. Тут даже сложно сказать, мои дорогие, хотя по девятке пентаклей ваша помощь буквально кому-то материальная может забирать вашу энергию. Потому что вы в кого-то вкладываетесь. Вот буквально так банально может означать вот дуплет этих карт. И вроде бы уже понимаю, что ну нет, вот время начинается какое-то другое. Мне нужно свою стратегию, тактику пересмотреть. Может быть, помощь кому-то пересмотреть. Мне нужно что-то завершить. Но сделать это сложно. Вам как решиться на что-то нужно, словно решимости пока либо не хватает. А вы знаете, я бы сказала так. По нулевому аркану тут может произойти такая ситуация, вот если мы все вместе 6 карт рассмотрим, когда вам, правда, не стоит не то что торопиться, а выносить вердикт. По крайней мере, в течение августа, мои дорогие. А почему я так говорю? Опять же, ретро-Сатурн. И если совпадает у кого-то, вот именно на эмоциях, может быть, да, какой-то психологически сложный момент, который связан с взаимоотношениями, может быть, и с близким человеком, позвольте себе побыть в течение конца июля-августа сторонним наблюдателем. Понаблюдайте за человеком. Для себя, может быть, у вас будут более такие четкие вопросы, а нужно ли вам это? Потому что здесь можно куда-то поспешить, вроде, да, есть прогресс, как хочется уже чего-то нового, но есть и определенная пауза. И если мы говорим нулевой аркан, и что это связано с регрессом, или что тянет вниз, возможно, тут проиграется только однозначно в том случае, когда вы вкладываетесь во что-то, вкладываетесь в кого-то. И это вот, наверное, граница, дистанция, вот эта невидимая, когда уже на пороге риска, да, когда, ну, банально, слишком много вложился или вложилось, когда слишком много потрачено денег на кого-то, на что-то, и это уже граничит, ну, буквально с опустошением кошелька, будем говорить, да, или когда неразумная трата ресурсов, ну, так, без обид, но будем откровенными. Все-таки нулевой аркан, да, нам придает такого боевого задора, но одновременно свидетельствует, мы ж не должны свалиться с этого обрыва. То есть есть какой-то такой скользкий момент, когда мы можем поторопиться, да, что стоит, вот так шагнул, и ты уже как падаешь. Поэтому тут больше я вижу. Вам нужно что-то для того, чтобы понимать, что же стабильно в отношениях даже, да, а тут скорее, вот посмотрите, история с отношениями и финансами будет связана воедино. Поэтому, если уж мы говорим финансы, у нас еще Венера в Деве, причем Венера в Деве у нас с заходом на август месяц, и это, знаете, где-то прижимистость определенная, да, в финансах, если мы говорим. Время земных энергий. Возможно, в течение июля, пока Венера у нас была не в Деве, а во Льве, кто-то из вас мог потратиться, кстати, да, на какие-то покупки, иногда такое бывает. Венера у нас была еще и продолжительное время до этого периода в Раке, то есть тут у нас
знаете, как романтика, чувство, страсть, тут все вместе могло быть. Ну и потом, как это водится, наступает такой холодный расчет, время открыть глаза, навести порядок в собственной жизни. Вот какая-то история, которая касается, непонятно, не то вверх, не то вниз. Но позвольте себе, повторюсь, пронаблюдать, по крайней мере, в течение конца июля-августа. Потому что я не могу сказать однозначно, что это, по крайней мере, конечно, мы все разные, но по 6 картам ни одна карта не говорит, что ты, Овен, должен как будто от этого отказаться. Нет, тут время именно важные выводы делать. И поскольку у нас время с вами такое, вот именно про выводы, стало быть, не торопимся конец июля и август. Время, судьба расставит все по местам. Итак, второй шаг. Вот как раз отношения, так уж у вас сложились. Кто зеркалит вас? Что нам расскажет, кто проявит себя неожиданно. А вот смотрите, карта победителя. А вот и правда, куда-то не торопитесь. Тут, знаете, вот говорят, поспешишь, людей насмешишь. И я ведь уже сказала, как будто тут все равно, вот, ну, ты что-то не преодолеешь, не пересилишь или не перепрыгнешь какой-то временной период, да? А если даже постараться, то можно себе потом, ну, если не навредить, то точно не сказать спасибо. Опять же, нулевой аркан. А можно выйти победителем, мои дорогие. Вот как-то так интересно. И у вас очень сильная позиция. Вы имеете все шансы на победу, причем в каких-то отношениях. Вы можете, давайте даже если переложим отношения, которые, допустим, касаются пары, или те отношения, которые касаются документов, к примеру, решения важных вопросов, правда? Такое ведь бывает. Но тогда не торопитесь дважды, потому что тут время все расставит где-то или поможет вам расставить все по тем местам, которые нужны. Вот правда не торопитесь. Вот смотрите, еще какая-то... Нам опять же вторая четверка говорит о том, что, Овен, не подгоняй. К тебе победа приходит, может быть, благодаря тому, что ты умеешь правильно ждать, наблюдать, делать верные выводы. Может быть, пройдет еще какое-то количество времени, и вы услышите какую-либо новость. Иногда по нулевому аркану эта новость может быть связана даже в средствах массовой информации, когда меняется обстановка. Иногда эта карта будет говорить, к примеру, о том, что что-то может поменяться у человека конкретного. У кого-то это может даже совпадать, когда либо человек куда-то едет или наоборот отменяет какое-то путешествие. Я такое тоже могу предположить. Здесь может быть смена не только ваших планов, но здесь может быть и смена планов другого человека. Но тем не менее, в том, что у вас будет какая-то ясность. Вы знаете, пройдет еще совсем немного времени, что зеркалит вас, видимо, или кто зеркалит вас, вами будет получено определенное известие, которое будет, причем, приходить к вам не как что-то такое, которое, ну, мы просыпаемся словно, да, и слышим эту новость, а когда это будет вами самими продумано, что-то будет проанализировано. И вот этот момент, когда вот я словно пора сворачивать, или мне нужно действовать, слушайте свою интуицию, потому что у вас будет тот период, который я тут вижу именно на взаимоотношениях строится. Может быть, это личная жизнь у кого-то, но мы все разные. Я не исключаю, что у кого-то, опять же, документы, контракты, согласования, вот именно наша земная жизнь, или это где-то финансы. Но, значит, это будет тот момент, когда вам придется действовать. Все 9 карт не говорят о том, что вам нужно куда-то торопиться. Как минимум вот так. Откуда придут возможности? Ваш главный ресурс в чем? Давайте узнаем. Всегда это карта харизматичного лидера и очень символично жезлы. Это огненная энергия, это как раз о вас. Когда, опять же, это больше руководитель, нежели подчиненный. Когда вы, может быть, на себя берете такую позицию, когда вам либо придется, либо так сложатся обстоятельства, когда именно вы будете командовать парадом. Или когда, может быть, не спеша. Вот то, что вы видите на конец июля, в августе вы будете видеть несколько иначе. Почему? Потому что вы можете, к примеру, вы можете думать, что вот если я сейчас
поступлю или как-то, да, или приму решение, то именно это будет поворотным моментом новой точки отсчета, мои дорогие овны, а этого не произойдет. Вы еще знаете, как не видите полной картины, но вы ее будете видеть несколько позже. Что вам это даст? Ваш главный ресурс. А то, что вы куда-то не поспешили, что-то не сделали сгоряча или на импульсе, а потом вы оказываетесь словно в позиции руководителя, в позиции, ну пусть это даже касается какой-то вашей личной истории, тогда у ваших руках больше ресурсов. Ведь все-таки король жезлов – это тот, который свои планы строит. И где-то те, кто его окружают, скорее подчиняются, нежели ему диктуют какие-то новые правила. И это будет вашим главным ресурсом. Что еще? Давайте узнаем. Откуда придут возможности? Кстати, откуда придут возможности, эта карта может обрисовывать ситуации, которые согласование, какие-то инстанции, чиновники или решение вопросов по деньгам. Откуда, каким образом приходят к вам деньги? Пятерка кубков. Откуда приходят к вам возможности? Тут все очень интересно. А ведь и правда. Вот напишите, правда, в комментариях, потому что у кого-то сейчас именно опять же кубки. Но тут так двоякие кубки. Пятерка кубков, мы знаем, разочарование. Значит, в том, что вы сейчас разочарованы, или в том, в чем вы видите сейчас минус, на самом деле, вы как будто измените эту ситуацию. Возможно, это будет напрямую касаться денег. Все же девятка кубков очень часто карта финансового больше успеха. Откуда кубки, да? Почему кубки точнее? А потому что мы собой довольны. Мы довольны теми финансами, которые мы получаем. Вы выравниваете какую-то историю. И тут, правда, это может быть связано как и с документами, так и буквально с финансами. Вот я вижу так. И то, что вам вчера еще казалось по пятерке кубков, уже как бы невосполнимо. Или это невозможно не то что преодолеть, а невозможно изменить. То, что вас печалило, тем не менее, каким-то образом... Может быть, даже иногда бывает такое вот в нашей судьбе. Нас судьба как останавливает, и останавливает каким-то нетрадиционным способом. Она словно нас ставит на паузу, и где-то это может нас злить, или наоборот, это может нас печалить. Вот это где-то все про пятерку кубков. Но, тем не менее, нам даже какая-то пауза помогает правильно выйти из определенной житейской ситуации. А потом мы себя благодарим, что куда-то не поторопились. Вот у вас что-то подобное, это как главный ресурс. Вам правда нужно и пронаблюдать, а я бы сказала, мои дорогие овны, просчитать. Вы как будто больше получите. Вы не упустите, может быть, и это тоже главное. Давайте откроем следующую позицию. И что нам карты предлагают оставить в прошлом. Шикарная карта. Рыцарь кубков – это карта вдохновения, карта приятных эмоций. Видимо, у вас будет конец июля, август. Будет тот период, когда придется идти не по чувствам, а придется идти по ситуации. Возможно, рыцарь кубков – это какое-то предложение, что оставить в прошлом. Здесь может иногда быть даже тот период, когда мы можем отдохнуть, кстати. И вот тут, если... мы рассматриваем какой-то определенный период паузы или определенной задержки. В целом можем говорить о том, что вам судьба предлагает, может быть, банально даже отдохнуть. Не торопись, Овен, буквально говорит. Ты тут еще пока что-то не видишь. У тебя неизбежно, тебя как события твоей судьбы приведут к тому, что то, что ты сейчас где-то тебя переполняет, может быть, эмоциями, они отойдут, эти эмоции, на задний план. Они для тебя вообще, вот насколько сейчас могут тебя захватывать, какой-то период июля еще, да, то постепенно эта пелена распадет, она рассеется. И, может быть, какие-то предложения даже, да, или какие-то планы вы сами, мои дорогие, измените. Вы сами оставите в прошлом где-то те позиции, которые строились больше, либо даже если с доброго какого-то импульса, но все-таки это был импульс. Это не был какой-то расчет, что оставить в прошлом. Прагматика от начала до конца у вас приходит на смену эмоциям. И я должна сказать, 29 июля у нас полнолуние в Водолее. Какая-то перезагрузка. Вот последняя неделя июля для нас будет, для кого-то подведение итогов. А может быть, именно в течение последней недели и произойдут какие-то очень важные события,
когда вы понимаете, что есть то, что четко для вас прогресс, и есть то время, когда мы подводим итоги и понимаем, что что-то безвозвратно устарело. Королева жезлов – это всегда сильная позиция, и у нас, тем не менее, выпадает пара. И здесь может проиграться, точнее проиграться, как и какие-то согласования по бумагам, может быть, где-то и по деньгам, согласование касаемое работы и полное освобождение от какой-то иллюзорности. Вот всему свое время, это точно. Что оставить в прошлом? Пауза у вас уходит. Пауза остается в прошлом. По семерке Пентаклей мы часто говорим, что это вот как раз те задержки. Или вы слышите от меня в моих раскладах семерка Пентаклей. Это когда есть определенный регламент. Что-то, допустим, мы можем осуществить, но нам нужно время. К примеру, пишем запрос, да, а ответ мы получим через неделю, через 2, да, четкая вот позиция по дням существует, когда мы получаем обратный ответ. Возможно, это даже документ, который вы подаете. То есть иногда эта карта проигрывается регламент. Вот именно какие-то регламенты, они подходят тоже к концу, вы оставляете это в прошлом. Но для вас это все будет означать более сильную позицию. Важные события, что же изменится у вас на протяжении конца июля-август. Ваши планы, мои дорогие. Здесь как минимум 2 новости будут важные. Как и конец июля, я вижу начало августа, когда вам придется несколько трансформировать собственные планы. Скорее всего, это будет связано либо с деньгами, либо с работой. Точно. Причем ждите. Вот, может быть, и не торопитесь, потому что позвольте себе отдохнуть, мои дорогие овны. Аркан Колесницы будет говорить о том, что у тебя, Овен, настолько быстро будут меняться совсем скоро события в твоей жизни. И ведь сама-то по себе карта перемен, а мы спросили, а что изменится? Здесь могут измениться события внешне. Здесь могут быть переменные, допустим, которые связаны с людьми, с вашим окружением. Перемены, может быть, и на работе. Да? Это не вы инициировали, а они именно приходят через других людей. И Аркан Колесница говорит о том, что это не просто перемены, а когда ты еще станешь перед выбором, и тебе словно придется определяться туда или сюда. У кого-то может проиграться банально важное событие – смена автомобиля. Может быть, какие-то вопросы, которые будут связаны с мобильностью. Я этого тоже не исключаю. Для кого-то из вас может проиграться даже конкретная персона. Как ни странно, вроде карта Колесница, карта скорости, а все же этот старший аркан еще символизирует знак зодиака Рак. Может быть, у кого-то проиграется именно так, да, как человек, либо по солнечному знаку зодиака Рак, либо имеет асцендент, не все знают асцендент. Может быть, у кого-то это будет связано поездка, переезд, путешествие длительное или короткое, которое будет связано с семьей. Вот, кстати, я этого тоже не исключаю. Поэтому тут сами по себе перемены могут быть как и связанные с ближайшим окружением, с вашими близкими. И, может быть, какие-то дороги, пути вам придется осуществить, будьте к этому готовы, и вы еще и выбирать что-то будете. А может быть, это для кого-то из вас будет именно та, как перезагрузка важная, да, когда вы меняете планы. И, в принципе, вчера не собирались куда-то ехать, а может быть, вам придется в августе пересмотреть свой график перемещения. Или, может быть, вообще графика такого не было. Значит, будьте готовы к неожиданности. Сами по себе, опять же, неожиданности и перемены приносит нам эта карта. Но Колесница – это еще одновременно карта победы, карта популярности. И предыдущая позиция, мы с вами говорили, правда? Куда-то не торопись, Овен. Здесь тебе словно судьба расчищает путь. Факт. Туз Пентаклей подтверждается то, что я сказала. Важное событие – это может быть, если мы говорили о 2 новостях каких-то важных, которые вы слышите, то это может быть или 3-я новость, или получение какого-то важного документа, или подписание контракта. Может быть, это просто даже банковский документ у кого-то все-таки Пентаклей. Или важная новость в виде согласия определенного человека, согласия организации, например, если это касается работы. По тузу Пентаклей это всегда шанс, мои дорогие овны.
Мало того, что две каких-то важных новости, так и буквально третья, как шанс или какая-то возможность, которую никак нельзя упустить. И может быть поэтому все предыдущие карты нам и говорили о том, что, ну, наверное, точно спешка тут вам не помогает, а наблюдение, где-то ваша аналитика, делать время важные выводы и, может быть, правильно как раз и оценить разворот событий, а может быть, разворот событий вашей судьбы. Держите фокус на главном, мне нечего добавить. Поэтому без напряжения, если мы в самом начале сказали, к чему приготовиться, какой путь вам расчищает судьба. Нечего добавить. Колесо фортуны. И это карта победителя, опять же. Это карта, когда мы должны успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Я часто говорю эту фразу, потому что по этой карте всегда то, о чем мы не предполагали. По этой карте всегда то, что мы даже не ожидали. Это во власти событий наступает как время X, когда нам действительно приходится, как и пересмотреть свои планы. Я не исключаю, что где-то придется держать баланс и, возможно, рассматривать даже те варианты, которых вы сейчас не думаете. Давайте мы перемешаю колоду, да к чему же еще приготовиться. Но аркан колеса фортуны уже говорит, что фортуна набирает силу и набирает скорость, мои дорогие. У вас именно карты последние, которые будут свидетельствовать о том, что ускоряются события. К чему приготовиться еще? Ну, вообще-то праздник какой-то у вас точно будет. Возможно, вы услышите какую-то новость, которая будет касаться третьих лиц, или она будет связана даже с какой-то ситуацией, в которой участвуют, или третьи стороны, третьи персоны, или, может быть, даже ваши собственные планы поменяются именно потому, что вы будете вовлечены в какую-то историю или ситуацию, когда вам придется с кем-то договариваться. Договариваться придется, потому что по пятерке пентаклей мы всегда, есть риск нашей ошибки. И самое главное, пятерки ведь это всегда недостаток. Вот здесь недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Вот вам фортуна может к чему приготовиться. Так вот, приготовьтесь к какому-то экзамену судьбы, когда придется договариваться, иначе мы рискуем потерпеть фиаско финансов. Может быть, вам придется где-то, если мы говорим, у нас Венера в Деве, это ненадолго, это не на весь август, это до 7 августа по 6 августа включительно. Это, знаете, Венера в Деве, это такая продуманная Венера, будем говорить, которая более такая скрупулезная, что ли, или расчетливая, если мы будем говорить. И, может быть, еще первая неделя августа будет сопряжена с такими энергиями, когда мы чересчур расчетливые, да? А потом сменяет как раз, Венера переходит уже больше в знак Весы, и стало быть, это будут такие энергии, когда мы склонны договариваться более, нежели настаивать на своем. Когда мы будем более где-то готовы к компромиссу. Я должна сказать, что в течение лета, в принципе, таковые энергии, когда, если еще вчера мы были к чему-то непримиримы, то нас, видимо, обстоятельства как-то так готовят к тому, чтобы мы принимали то, что мы не в силах, по сути дела, изменить. И вам будет легче именно с кем-то это точно договориться, потому что у вас мало что победы, так вы еще остаетесь довольны. Поэтому не торопитесь, где-то по пятерке пентаклей, что я хотела сказать. Первая неделя августа и последняя неделя июля, она может быть, так вот, знаете, эмоционально связана для вас, по крайней мере, с какой-то непримиримостью. Или когда вы даже что-то сели банально, подсчитали, видите, о нет, что-то тут не в мою пользу складывается, что-то я прошляпила или что-то я тут перестарался, да, так в кавычках. Так вот, видимо, что-то вот как резко разворот не стоит определенно брать. Постепенно, шаг за шагом вы выровняете ситуацию, хоть финансовую, хоть пусть она будет касаться документов. У вас это получится сделать, в итоге вы будете победителем, какие-то для себя откроете возможности, не обострите какие-то, может быть, отношения, ситуации, в
конечном итоге, мои дорогие овны, вы более останетесь довольны. Вот такие энергии будут сопровождать нас конец июля, август. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.